Мы на месте, в доме от Airbnb. И все, больше ничего нет. И как вы думаете, мы остались в том карликовом доме? Да, на ночь. Потому что там не было горячей воды и всего остального, нам пришлось переехать в дом ее сестры. Просто что мы испытываем, какие адские муки из-за собаки. И причем мы переехали в эту жопу, во вторую жопу, ну поменее жопную жопу, за те же деньги, которые стоят нормальный отель с бассейнами и с завтраками. Это все из-за того, что здесь не принимают собак, в отличие от Манилы, где это воспринимают вообще как ребенка. Сейчас я вам покажу второй дом. И этот дом просто шикарный по сравнению с тем, где мы переночевали сегодня. Мне сегодня снились кошмары, это был ужасный сон, там были муравьи, отсутствие горячей воды, отсутствие полотенца, блядь, ну это просто, ночевка для бомжа была. Там были муравьи, это был не сон, это было реально. Да. Короче, вот это вот цена, как за отель. Короче, сельские жители гребут до хера и больше. Отели берут столько же, сколько сельские жители за свои домики. Смотрите. Значит, так, это уже наши все шмотки с багажника. Картина. Что за березки кривые? Ну, это ладно. Ладно. Поправим. Окна на замках вообще. Ну, это вообще на видео смотрится норм. По правде нет. Значит, меня больше всего поражает вот то, что эти кондиционеры просто запхнуты вот таким вот уплотнителем. Там улица, и весь холодный воздух выходит. То есть вы платите за электроэнергию, ну то ладно, может она у вас даже бесплатная, да? Допустим, хотя нет. Но качество-то холода, оно же плохое. Это вообще подушки с какого-то дивана. То есть, по сути, это не кровать. Мы не забываем, что это цена отеля с бассейном и с завтраком. Вот тут детская комната. Смотрите на этот кондиционер. Просто напрочь выходит дырка на улицу. То есть какое здесь сохранение холода и нормальная температура, я просто не понимаю, зачем. Поэтому мы поставим еще 2 вентилятора. Это это шарфики. Это вот такая вот кухня. Без чайника, без нихера, просто какой-то плиткой выложена. Это вот отсутствие окна. Здесь вот так, типа столовая. Вот. Все. Ребята, если вы путешествуете с собакой, готовьтесь. Собака. Вот еще такое вот шикарное. Вот. Так, сейчас мы едем к нашим друзьям в село, которое еще более сельское, чем это. И я вам, наверное, покажу. Короче, все. Мне уже просто, у меня смех. Самое главное, что мы все живы, здоровы. Конечно, иногда моральное состояние физическое может меняться из-за того, что можешь подхватить каких-то клопов. Или просто сойти с ума, допустим, да, потому что ты 30 часов дороги не разгибался, и потом тебя заселяют в муравейник без горячей воды, и ты даже не можешь встать и поднять голову, потому что потолки вот такой высоты. Да, мы держимся. Все это для какой-то цели. Здесь цивилизация просто из-за собаки так. Если бы здесь просто не было отелей, вот это был бы реально трындец. Это бы, тут невозможно было бы оставаться. Ну а в Украине где берут собаками? Где? Погнали. В этом доме, где мы снимаем жилье, еще химчистка. Они еще владеют химчисткой. Вот так. Едем сейчас в какой-то молл. Надо купить что-то к барбекю. Да? Вроде бы все, да? И поедем к ним. 20 километров. От комаров, да. Капец, меня просто закусывают. Я всегда такая, типа, сочная для комаров. Меня за попу искусали через лосины. Сейчас заехали на мойку, хотел просто чисто сбить грязь. Вы даже не представляете, где мы вчера ездили, по каким болотам. У нас колеса, короче, не видно. Они у нас побелели от какой-то глины, вообще не знаю. Хотя просто сверху сбить грязь. Так внутри как бы чисто, мы уже мыли вчера. И теперь надо мыть сегодня, потому что мы постоянно залезем в какую-то жопу.
Как можно без этой жабы быть? Как можно? Кстати, ему очень нравится весь этот кипиш. Ему очень нравятся вот эти все самые гнидники под потолками, где кровати. Он там устраивается, он закапывается. Такое чувство, чем лучше отель, тем ему хуже. У него настроение на высоте, когда мы заезжаем в какой-то гнидник. Так, мы едем по филиппинской деревне, уже подъезжаем к нашему другу. Я не знаю, как я сейчас буду общаться. Английский, my English is so-so. Как-нибудь. Вот так вот. Вот такое средство передвижения. Кстати, даже у кого там классные дома, внутри стоит вот такой вот, как Кадиллак, и еще одна обычная машина. Вот у них это в крови, они это обожают. Короче, здесь же вообще просто вот таких вот белых людей, европейцев мало. Но чтобы украинцев, на многие говорят: о, вы у нас машины моете, вы первый. И на нас все так смотрят. Я представляю, что сейчас для его семьи, для его как бы деревни родственников, там, наверное, вся деревня сойдется. Для детей, реально. Сейчас приедем домой с подарками, и нас нормально здесь не съедят. Как минимум Нельсика могут куснуть пробку. Яка краса. 500 метров. Просто мы никогда вообще в жизни не думали, что мы окажемся у него в гостях здесь, буквально несколько лет назад. Но каким образом? Ладно, если мы приехали отдыхать на Филиппины, это одно дело. Но в его городе, где нет даже моря, даже не знаю, это же надо реально надолго приезжать. Вот, у него есть своя пекарня, и он обеспечивает этим хлебом всю деревню. А туда въезд вообще есть на машине? Да, вроде есть. Все смеются уже. Так, небольшая прогулочка. Ну, он едет впереди, показывает там поля. Карабас-барабас. А вот рис. Вот работники. Но если он увидел курицу, он просто в ахере. Он просто в ахере. Пожалуйста, когда это все кончится? Так вот обрабатывают рис. То есть они там ходят ногами по колено, там, такой машиной. They just did this today because they're making also same that one, like looks like harrowing, double. So there are 2 person apply the we call Yomos chemical. Applied. In Ukraine, pick up from car and kick your face for this. Believe. Why? What is this? Egg? No, grasshopper. It's insect. Ah, you tell me. Yeah, well, it's maybe. egg. Why Yeah, not? it's insect. Что это? Кузнечик. Кузнечика попробуй? It's fried, yes? Yes, Ага. but This little maybe. bit hot with chili. Но не живого, да, Not hot. цыпленка? It's only mild. Короче, там говорят сами филиппинцы, что знают всего двух No, you can't find in людей, Davao. которые путешествовали из Манилы Only here? Yes, сюда in на Cotabato. машине. So not possible to buy in the van? No, you Все can't buy in Davao. летают, потому что это надо быть I think чокнутым. people in Таким, Davao как didn't мы. eat. Сейчас мы находимся на ферме, здесь типа домики тех людей, которые окапывают здесь все. И сейчас поедем пробовать дуриан, всякие разные фрукты, видимо, еще и кузнечиков. Так что для некоторых блогеров пробую кузнечика — это один влог. У меня же все в одном влоге. Скоро полечу на Марс. Такая, лечу на Марс и пробую кузнечика. Вот так перевернулась наша жизнь. Это дуриан. А вот здесь. Lanzones. А, and this. This is, ano ka isa yun? Ланчони? What do you call this one? А здесь что это? Mangosteen. Mangosteen. Jackfruit. А, jackfruit. Yes. Ага. Singkamas. А this. Singkamas. This is sweet. Not really, not really. Это дуриан. Маран will smell. I think I have problem with my car. I think But I will this have is more- problem with aircon. No, more problem to your car Маран if you put воняет, inside. дуриан типа еще больше. Inside. Понюхай нормально, понюхай нормально. Только внюхайся по-нормальному. Right. See? По-нормальному. Smell, but not so. For me, is Maran is worse. Okay. Watermelon. This is watermelon. Окей. А вот и здесь. Everybody Вот knows. и здесь. This is we can see rice, but you know quite different. They're grind and cook. Put some we can see coconut milk. О, май гад! Sir, Зайчик, посмотри! as I told you,
Here, Кузнечики! try. О, боже мой! Ну что, ребят, сейчас буду первый раз в жизни пробовать кузнечика. Начнем с маленького, вот такого. У кого-то на них аллергия. У хозяина дома на них вообще аллергия. First time taste. Попку есть? Everything except legs, yes? Legs, remove. Yeah, you can. But for me, I also eat legs. You don't eat, you have allergy. Immediately. What the hell? Oh my god! Это как наш бычок из моря, очень-очень сильно зажаренный. Просто шкварки. Он пустой, без мяса. Тогда, наверное, только попку Это можно. просто корпус, реально просто очень зажаренная рыба. Просто зажарка какая-то пустая. Может быть, там будет дальше нутро? А острота как? Нормальная. Видно? О, Что есть? давай. Да уже кидай полностью. Больше шума, да? Реально какая-то тюлька зажаренная. Нельсон. Нельсон. Одни глазки остались. Хочешь? Попробуешь? Конечно. Тю. Зажаренная рыба. Кляр какой-то с рыбой зажаренной. Главное хорошо пропихнуть это пиво. Ничего такого я не увидел. Даже не то, что ничего такого, это даже не интересно. Слишком обычно. Надеюсь, какая-то аллергия не начнется, иначе это уже будет не Вообще обычно. зазря. Буду пробовать. Это еще косточка какая-то. Ну как мясо какое-то куриное. Ты уверен, что надо так прям есть? Как будто бы сладкий, сгнивший лук. Непонятно. Неплохо, но непонятно. Неплохо. Но я даже не могу понять, десерт это или основное блюдо. Оно какие-то части, как будто маринованный лук, только мясистый, как картошка. И как будто бы сладкая какая-то. Часть сладкая, какая-то как будто ужин. То есть тот самый случай, когда ты не можешь определиться, хочешь ли ты сладкого или соленого, хочешь ли ты основного блюда или десерта. Что-то такое непонятное. Just wait, they are Мангустин. preparing the light. Just wait. Пробуем. Somebody was promising music. Just wait. Also. I prepare. Вот это прикол. Точнее, не то, что прикол, это более для меня понятно. Менее экзотично, похоже немножко на виноград. Какой-то особенный рис, типа more expensive, чем обычный. И они едят яйца, там 17 дней, птенчик там внутри, вот так вот они тоже едят. Это обычная классическая кухня на Филиппинах. Нам принесли вот такой вот кокос, я говорю, это как какой-то ханимун. Короче, я попробовала уже просто каждый фрукт. Надеюсь, у нас все будет ок. Кстати, вот это вот все, что выпили за этот вечер. Филиппинцы не любят пить алкоголь, по крайней мере, всех тех, кого я знаю. И они вообще не курят. Вот они, у них развлечение это еда Поболтать. и караоке поболтать. Мне очень понравился джекфрут, только его непонятно, как сначала есть. То есть ты сначала берешь вот это, очищаешь вот это вот белое, вытаскиваешь косточку. Если честно, то при вспышке все выглядит очень мерзко. Все, мы уже посидели, едем домой, и нас решили проводить. Просто едем с машиной сопровождения, чтобы с нами ничего не случилось. Также мы в любой стране найдем какую-то тусовку. Вообще они не прыгают? Откуда я знаю, я что? Все.
Разложил, блин, Доброе утро. Зайчик. Мы вчера их ели, ну бля. Ты шо ели? Никого мы не ели. Жалко, ну что делать? Шутишь? Тебе жалко? Жалко, что у него башка еще живая. Так, у нас утро выезда из Гранадала. Жара просто невероятная. И мы сейчас едем обратно к нашим друзьям. Еще там одно дело осталось. И потом выезжаем в Давау. В Давау мы поедем и снимем жилье буквально на неделю. Для того, чтобы найти за эту неделю уже серьезное жилье на долгосрок. Мы едем в Давау и обнаружили вулкан. О боже, это он дымит? Я ж тебя прошу. Да, это вулкан. Трэш. Или это облака так над ним? Ну, вряд ли активный он. Ну тут же бывает землетрясение, да? Конечно. Я вчера стоял в супермаркете, там у них над кассами висит телевизор, и там крутили, что делать при землетрясении инструкции. Землетрясение здесь Ну, слабенький. Да, внутри балла там. Некоторые, ну вот же говорил. Не вижу, пропал. Ну вон там еще. По-моему, там не один. Кто что говорил? Что такие, что, ну, эти, которые на Днепросе живут, с Украины. Ага. Что типа такие, что даже не чувствуешь иногда. Или не понял, что такое землетрясение. То есть не как в Турции. Там, что, как в Турции, это все, это капец. Короче, мы едем, и от Гранадала до Давау было 4 часа. Осталось еще 2. И, короче, за эти 2 часа я прошаривала и Facebook, и Airbnb, и Booking, куда можно с животным. Вот, в итоге на Фейсбуке нашли, но забронировали через Airbnb квартирку на неделю. Для того, чтобы, как я и говорила, у нас была неделя для поиска жилья на долгосрок. Это жилье, которое я забронировала сегодня, но неплохое, вроде бы как. Хотя по картинкам здесь все норм, а потом тараканы летают. Короче, на долгосрок не очень, а на неделю будет норм. Так что скоро приедем, потом сюрприз будет. Я надеюсь, все будет норм. Потому что к сюрпризам что-то вже устала, реально, втомилася. Я, короче, не выхожу на связь, ничего не снимаю, потому что у нас возникли проблемы с бронированием, как всегда, на Airbnb, какие-то отмены, перемены, можно с животными, нельзя. Сейчас мы просто стоим у какой-то, ну, такой огромной башни, здесь, типа, мы сняли квартиру, а филиппинка пишет: ой, с 1 числа запрещены гости. А нахер ты подтвердила бронирование, нахер мы сюда ехали? Охрана говорит, выгоняйте машину, мы говорим, так мы забронировали. Короче, ну, у меня уже состояние, ну, просто я не знаю, типа, на каком вообще, блядь, я свете, чем это все закончится. Хочу просто заселиться. Ну, то есть, нормально вообще, когда люди не отвечают за свои слова, берут деньги, спят, блядь, когда ты им пишешь. Просто у меня кромешный ахер. Еще комары. Вот стоят наши вещи. Наконец-то, блядь, спустя 100 дней мы начали грузиться. Когда начинаешь просто говорить, что ты недоволен и злой, начинается сразу совсем... Так я не понимаю, как так можно спать, как можно брать бабки и просто отвечать полчаса. Мы стоим здесь. Так кто? Какая-то уборщица ее это? Да, Вынесла ключи? да, они мне показали, что типа начальство, какой-то менеджмент этого тавера с 1 марта отменил сдачу через Airbnb. Но так как мы уже забронировали мы здесь, типа это последняя сдача через... Вау, правда, за эти огромные бабки нам сделали одолжение. У-ху! Просто, блядь, спецэффекты моего восхищения. Можно с собаками. Тут можно с собаками. Ура! Потому что мы уже думали, может, та информация тоже неправдивая, и сейчас нам скажут, что уже нельзя с собаками. Ну, хотя бы убрали. Перед нами, Здесь типа, свет, чувствуется свеженький запах. Короче, это полный кринж. Она была сфоткана, будто здесь 2 комнаты. Указано тоже, что 2 комнаты.
Но оказалось так, что это студия. Боже, хорошо, что мы не сняли это на долгий срок, всего лишь на неделю. Смотрите, короче, эта башня мега дорогая. Ну, короче, типа мега дорогая для Филиппин, ну, короче, это заоблачная. И смотрите просто, какой здесь кондер за 2 рубля. Что здесь вентилятор. Ну, то есть на Филиппинах надо очень хорошо вдумываться, очень хорошо снимать, очень хорошо 1000 людям писать, потому что в итоге окажется дорогая башня с вот таким вот кондером. То есть, поняли, да? Трешачок на каждом шагу. Поэтому ты должен быть на Филиппинах мега внимательным, потому что для них это норма. Типа это люксус. Вот, поэтому, мы сняли не на долгий срок, а на неделю. Почему здесь закрыто? Закрыта ванна, но это нельзя пользоваться. Да, может он спит. Вот, на неделю сняли для того, чтобы отсюда уже начать искать жилье. Ого. Ну, короче, ребят. Вот так. Все. Ребят, я ворвалась все-таки в эту ванную. Просто посмотрите, бляха. Сейчас вообще упадете. Это башня самая, одна из дорогих или самая дорогая. Как здесь купаться? То есть тебе в ебло будет лить вот эта херня, без шланга, грязно. Мы убили 3 ебаных тараканов. Просто походу мы сейчас будем переселяться в отель, который стоит еще в 2 раза или в 3 дороже. Но серьезно, моральная травма не стоит этого всего. Сейчас бы еще вернуть деньги. Это какие сутки мы вообще в пути? Наверное, разболелась сильно голова. Приехали в другой отель, куда можно с животными. Он типа как какой-то, не знаю, как даже сказать, какой-то итальянский домик. А тут все в зверином стиле. Здрасте. Никого. Обожаю, слушайте. В Маниле все было много круче. У меня давление поднялось, я прям чувствую это. Что я вам хочу сказать? Сейчас заселяемся на 3 дня и будем искать какое-то жилье на долгосрок, потому что отели тоже говняные. За больше деньги, чем в Маниле, нет ничего. Ни сервиса, ничего. Ни швейцара в отеле. В Маниле тебе, открывают двери даже в Маке. Для меня это удивительно. Но здесь же нету ни хрена, а цены выше. То есть, какая логика, я не понимаю. Пока что мне Давао не нравится настолько сильно, что у меня просто началась мигрень, потому что мы приехали, я полжизни, наверное, оставила в этом путешествии, и приехали в какой-то кромешный ужас с выше ценами, чем в столице, с грязью, с ужасным сервисом. Короче, остаемся сейчас на 3 дня. Мы просто говорим, мы сейчас покинули одни апартаменты, там очень грязно. Сейчас мы заходим в лифт, и там тоже очень грязно. И такие думаем, блядь, а кому мы рассказывали только что там очень грязно? Они не понимают. В Маниле понимают. Там есть районы ужасно обоссанные, а есть просто как Корея. Здесь же я не видела ничего пока что хорошего. Ничего. Короче, ребят, сейчас я из последних сил сниму вам номер. И хочу выпить таблетку или вина в ресторане. Короче, сейчас сниму, потому что я потом разложусь, и тут будет полный раскардаш. Так, вход, да? Вот такой вот, типа, из натурального дерева какой-то. Такой стиль, тут и зебры, шкуры, типа, лежат, все такое. Вот так, вот так. Вот так. Халатики, тапочки, сейф, Нельсон. Такой огромный телек, да? Вот, холодильничек, чайничек, как всегда. Любимый кондер, Cartier. О, даже кофемашина. А зачем, если нет капсул? Вы понимаете, если бы я знал, просто если бы я знал, как здесь все устроено. Какая логика? Нельсон. Так, и ванная. Что-то здесь еще сливается. Или поломался. Нельсон, выйди. Вот. Смотрите, видите, это типа потертости. Вот. Я спросила, это грязь? Нет, это потертость.
Йоу! Нельсон, Нолик. У нас унитаз сломался, я зашла, он течет.